Привет всем, кто раз и навсегда хочет разобраться с правильной вентиляцией в улье, чтобы у вас никогда там не было повышенной влажности, сырости, плесени, пчелы всегда выживали и не было никаких проблем с зимовкой. В этом видео мы ответим на множество вопросов и по поводу литков нижнего, верхнего, по поводу правильной вентиляции, устройства самих ульев, разнообразных конструкций, а также тех веществ, которые выделяются в улье, о влиянии СО2 на зимовку пчел и многое другое. Первая часть видео будет больше направлена на теорию самой зимовки. Вторая часть видео я расскажу различные примеры по конструкции ульев, что конкретно используется на данный момент, какая практика, как кто зимует и каким образом реально успешно можно зимовать, чтобы не было никаких негативных нюансов и последствий. Итак, прежде всего, нам нужно разобраться с тем, что собой представляет улей как закрытая система. В первую очередь мы изобразим определенное положение пчел между рамок. Вот так схематически я изображу нахождение пчел между рамок, положение клуба, примерно вот такой вот формы. А у меня здесь намного больше рамок. Где-то мы освоили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамочек. Возьмем такую средней силы семью, и не слабую, но и не слишком сильную. Если нужно будет, мы потом дорисуем. Клуб пчел, который сидит, занимает вот такое вот пространство. Мы немножечко его вот таким вот образом также покажем. Клуб пчел сел внизу рамок. Что же происходит у нас во время зимовки? В первую очередь нужно знать и запомнить, что во время зимовки пчелы выделяют два основных вещества. Это газ, СО2 в процентах, и это вода, H2O. Если быть точными, то это водяные пары. 1 килограмм пчел выделяет, мы напишем так, 1 килограмм пчел выделяет пол-литра водяных паров. Итак, у нас есть эти исходные данные. Что у нас положительно влияет на состояние пчел и зимовку? Это СО2. Почему? Потому что учеными установлено, множество исследований на эту тему есть, содержание в улье СО2 в самом клубе, внутри клуба и околоклубном пространстве, вот так вот можем изобразить нахождение СО2, положительно влияет на пчел, меньше беспокойства. Пчелы не так активны, когда у них есть СО2. Они не находятся в состоянии анабиоза, но они находятся в таком пчелином спокойствии, зимнем пчелином спокойствии. Какова же концентрация СО2 для того, чтобы пчелы себя чувствовали комфортно? Это порядка 1-4%. Вот такие показатели, они довольно-таки оптимальны и благотворно влияют на зимовку. Если у нас СО2 будет в меньшей концентрации, этих пределов меньше 1%, то есть мы будем проветривать улей, создадим там тягу, как мы называем ее вентиляцией, то эта концентрация сразу же упадет. Пчелы будут беспокойно себя вести, потреблять больше кормов и не будут так спокойно сидеть на рамках. Сразу здесь скажу, что когда мы говорим о вентиляции, мы рассматриваем вентиляцию в улье как широкое понятие, которое включает в себя сам газообмен и также множество параметров, которые мы можем сказать по влажности, теплу и другим моментам. То есть я хочу акцентировать ваше внимание на том, что если мы вот здесь изобразим с вами нижний литок, вот такой вот, пусть он будет формы условно, то это не означает, что вентиляция – это поток воздуха в литок и выход его где-то, скажем, изобразим верхний литок, вот в этой части улья, или где-то под крышкой, как это обычно устроено бывает. Мы обо всем этом с вами сейчас подробно поговорим. Очень часто рисуют неправильно схемы, когда воздух выходит сюда, туда, представляют печное отопление, печку, тягу, вентиляцию. Мне в видео, которое я уже снимал, там рассказывали о различных понятиях, о том, что это у тебя проветривание, а не вентиляция и так далее. Так вот, чтобы правильно говорить, правильными понятиями оперировать, мы с вами условимся на том, что мы понимаем вентиляцию как организация правильного газа-влагообмена в улье. Потому что в первую очередь ни в коем случае не должно быть вот этой тяги. Вход-выход и сквозняк в улье. Это губительно влияет на пчел и на саму зимовку. Большая категория пчеловодов знает, что пчелы гибнут не от холода, а от голода. Есть такая пословица в пчеловодстве. Но мы сегодня расширим эти понятия и поговорим о тех процессах, которые реально происходят в улье. Следующее вещество – это у нас H2O.
не очень полезное вещество, а вода в большой концентрации. Нормальная концентрация где-то 60-80%. Все, что больше и насыщенность пространства улья водяными парами приводит к тому, что у нас влага конденсируется на различных холодных поверхностях, течет, заполняет все пространство. Вот эти крайние рамки, которые находятся без пчел, покрываются плесенью, стенки улья замокают, все это стекает вниз, и даже целые лужи образуются внизу улья. Почему это происходит? Теперь мы будем разбираться по порядку со всем этим. Значит, каким образом у нас эти газы движутся в улье? В момент, когда пчелы сидят уже клубом, и у нас есть определенная температура за бортом, это может быть от плюс 10 градусов и ниже. Ну, плюс 10 это еще довольно-таки тепло. Как правило, где-то плюс 5. Берем это за отправную точку. Плюс 5 и ниже. При такой температуре пчелы уже собираются в клуб и плотненько сидят. В этот момент уже начинает появляться выделение СО2 и H2O, так как идет потребление корма, активное дыхание пчел, согревание внутри самого гнезда. Мы здесь напишем порядка 15 градусов. Плюс 15 градусов у нас находится в центре клуба. В любое время года, отличное от того, когда там есть расплод. Если есть расплод, то температура 30-36 градусов на поверхности самого расплода. Если у нас расплода нет, то вот в этой части у нас находится матка, и здесь у нас температура составляет 15 градусов. Что происходит? Вокруг у нас плюс 5 и ниже, может быть выше, неважно. Эти частные случаи мы также рассмотрим. У нас происходит движение восходящих потоков. И здесь, внимание, первый момент, на который нужно обратить внимание и запомнить. Слово конвекция. Это правильное понятие, не вентиляция именно в данном случае, а именно конвекция происходит в улье. Что такое конвекция? Это движение воздушных масс. В данном случае мы конкретно применительно к улью говорим это определение. Теплых воздушных масс вверх. У нас нет здесь еще никакого потока. Мы рассматриваем сам клуб внимательно. Итак, конвекция – это движение теплых воздушных масс. Теплый воздух, он более разряженный, легкий, поднимается вверх. Кто-то сможет возразить и сказать, что у нас СО2 тяжелее воздуха и опускается вниз. Я специально написал концентрацию 1,4%. Если у нас концентрация СО2 составляет от 1 до 4% и даже до 20-30%, то СО2 поднимается вверх. Тем более он смешан с воздухом и водяными парами. Водяные пары также очень легкие и поднимаются вверх. Потому что плотность водяных паров и СО2 в воздухе гораздо меньше самого чистого воздуха, который у нас извне находится вокруг улья. Таким образом, все поднимается вверх, не опускается СО2 вниз. Чтобы СО2 опускался вниз, необходима концентрация 20-30% и более. Вот тогда только СО2 будет ложиться вниз. И, кстати, вот эти уже концентрации, они и для пчел также губительны. Поэтому ни в коем случае такой концентрации в улье нет. Смотрим дальше. Идет у нас СО2 с водяными парами вверх. И вот здесь уже все зависит от того, что у нас находится вверху улья. Над рамками. Вот они у нас рамки. И здесь уже вопрос в том, какая конструкция улья, что над рамками, какие стенки улья, какое расстояние между рамками и стенками улья, а также наличие литка нижнего и верхнего, а также чем покрыты рамки вот здесь и что у нас находится над этим покрытием и что у нас представляет собой крыша, есть ли вот эти вентиляционные отверстия. Все эти моменты, они пчеловодов запутывают не то чтобы в трех соснах, а реально в дремучем лесу, потому что одни, когда я еще покупал улей, я об этом рассказывал, в самом объявлении было написано: улей идет без вентиляционных отверстий в крыше и подкрышнике, потому что пчеловод самостоятельно решает этот вопрос на свое усмотрение. И улей, который комплектовался мне, он приходил вот здесь вот с потолочинами. Вот здесь над рамками идут деревянные потолочины. Рассмотрим этот классический пример. Итак, у нас по движению воздуха, по газообмену мы поняли, что происходит дальше. Если у нас вот здесь есть какой-то паропроницаемый материал, который пропускает СО2 и воду, то тогда, проходя через этот материал, у нас могут отходить эти водяные пары
теплым воздухом могут выходить вот в эти вентиляционные отверстия подкрышники, если здесь паропроницаемый материал. Что относится к паропроницаемым материалам? Это может быть холстик, мешковина, различные подушки, которые не впитывают влагу. Сразу скажу, что матрасы ватные, одеяла шерстяные не подходят. Они задерживают влагу, напитываются водой, и сверху над пчелами просто лежит толща воды, которая собирает еще влагу. Потом с этого всего дела прям начинает капать, и даже рамки чернеют, плесневеют и так далее. Поэтому в данном случае здесь мы имеем в виду либо какой-то материал современный, паропроницаемый, различные неорганические волокна, специальный химический состав, либо это агроволокно какое-нибудь и так далее. То есть вопрос в том, чтобы был дышащий верх. Тогда все это дело у нас уходит. Если здесь лежит потолочина, как я нарисовал, либо же это пленка, глухая пленка, что тогда происходит? Тогда эти водяные пары, доходя до этой мембраны, перегородки, они в нее упираются. И тут два варианта. Если она холодная, холоднее, чем это пространство улья, то есть не теплая, не имеет одинаковую температуру с пространством вот этого подрамочным пространством, тогда влага оседает вот здесь вот каплями. Появляются капли влаги на этой пленке или же каком-то другом материале, фольгой некоторые закрывают там и чем-то еще, фольгоизолом, ну, кто чем. Суть в том, если этот материал не пропускает влагу и он холоднее, на нем образуются капли воды, которые будут капать на сам клуб, разрыхляя его зимой, беспокоя его. Плюс стекать вот здесь, вот капать, все это будет, просто в улье будет хамам всю зиму. А как этого избежать? Необходимо, чтобы ваш материал, который здесь есть, не был холодным. Для этого кладется подушка утепляющая, для того, чтобы вот здесь у вас было тепло, которое при соприкосновении теплого воздуха из улья не будет образовывать здесь конденсат. Тогда что будет происходить? Тогда часть влаги, если это потолочины, может впитываться в это дерево, потом часть влаги пойдет, упершись вверх, вот сюда, в эти карманы, в эти продыхи, будет опускаться и будет идти вниз. Так как литковый заградитель, литковое отверстие находится вот здесь внизу, небольшой щелью, то получается, что эти водяные пары накапливаются, газообмен с улицей происходит очень медленно, и здесь появляется второе понятие, это диффузия. Диффузия – это взаимное проникновение одного вещества в другое, причем с большей плотностью проникает в меньшую плотность. Физики еще в школе очень часто рассказывают пример с воздушным шариком, который надут, и он потом сдувается за счет диффузии. Воздух проходит среди молекул воздушного шарика и постепенно сдувается. В нашем случае диффузия – это обмен газами, концентрированным СО2 и концентрированным водяным паром с улицей. И для того, чтобы у нас не было вот здесь негативных влияний на стенках улья, потолочине и внизу, нам необходимо, чтобы эти водяные пары куда-то выходили. И вот в таких вот неправильной конструкции ульях, почему я говорю неправильной, потому что когда они продаются с глухим дном, с потолочинами, потолочины пчелы запрополюсовали, у нас получается герметичная камера с одним выходом. Но, правда, делали еще очень часто и продолжают делать верхний литок. Зачем верхний литок появился? Он появился как раз для того, чтобы обеспечить вот этот отток влаги через верхний литок, чтобы появилась вот такая вот тяга. Это неправильно, в корне неправильно. Верхний литок должен быть запрещен вообще. Потому что его придумали исключительно для того, чтобы решить проблему вот в этих термокамерах, которые мучают пчел всю зиму. А также его придумали для того, чтобы вообще он нужен летом, для того, чтобы влага лучше отходила, когда есть нектар, повышенная влажность, содержание воды в самом нектаре, для того, чтобы пчелы быстрее его выпаривали. Вот для этого нужен верхний литок. А также для того, чтобы пчелы быстрее летали, приносили, трафик у них был быстрее, приносили больше нектара в сутки. Вот для этого его сделали. То есть два таких назначения. В основном для лета, и потом стали смотреть зимой, использовать зимой, видеть, что как раз таки он уходит. У меня часто спрашивают, один даже из моих подписчиков писал, что в Германии, говорит, никогда не видел ульев с верхним литком. Почему, я чуть дальше расскажу. Почему? Потому что литок как раз придумали не для того, чтобы облегчить жизнь пчелам, просто решили, что таким образом будет водяной пар хоть как-то выходить, и процесс диффузии будет происходить лучше. Какие недостатки от верхнего литка? Во-первых, появляется вот этот вот поток воздуха, заход в нижний литок, выход в верхний, то есть идет сквозняк реально.
идеальный, когда у нас теплые потоки воздуха конвекцией обуславливаются движение в улье и направляют этот поток как раз таки в литок. А вот если здесь за бортом будет теплее, чем в самом улье, то тогда этот процесс прекращается. В любом случае, вот такой вентиляции в улье недостаточно. Для того, чтобы она была оптимальной, нам необходимо либо вот сюда влагу выпустить вверх, сделать здесь паропроницаемый материал, либо же сделать дно сеткой, для того, чтобы оно было полностью открыто и, охлаждаясь по теплой пленке, которая имеет практически одинаковую температуру с внутриульевым пространством. Просто охлаждаясь, не выпадая в точку росы, не выпадая в росу, охлаждаясь, эти потоки опускались вниз и посредством диффузии, если здесь у нас идет дно сетка, все эти воздушные массы у нас просто будут диффундировать с окружающим воздухом. И здесь есть также некоторые нюансы. Если у нас дно сетка на 100%, нам важно, чтобы не было поддувания ветра зимой, осенью, то есть чтобы туда не дул ветер никогда, чтобы не было выдувания тепла, выдувания СО2, выдувания необходимого внутреннего микроклимата. Для этого что делается? Если мы представим дно, сетку, вот так вот, оно у нас на 100%, мы просто берем и закрываем часть. Полностью у нас закрыта вот эта часть. И где-то процентов, наверное, там до 10%, если в сантиметрах по дну сказать, то это где-то 5-7 сантиметров оно должно быть открыто. Тогда ветер туда не поддувает, плюс там еще брусок стоит подставкой улья, либо может быть на поддонах стоит и так далее. То есть суть в том, что прямой ветер сюда не попадает. Или вы чем-то внизу закрыли какой-то пленкой свои подставки. То есть ветра нет, в улей он не попадает никак. А вот влага, она полностью выходит через эти 5-7 сантиметров сетчатого дна, может быть и больше. Есть люди, которые вообще заворачивают улей подушкой с агроволокна, обворачивают, обвязывают, закутывают, скотчем заматывают. Нет никакого выхода, полностью все утеплено, замотано. И только через сетку идет вот этот вот газообмен, диффузия. Таким образом пчелы зимуют самым наилучшим образом. Именно поэтому верхнего литка нет во многих странах мира. Он практически всегда и вообще отсутствует, о нем даже никто и не вспоминает, потому что есть дно-сетка. Если есть дно-сетка, тогда нет никаких проблем. Если же мы говорим все же о классической схеме, у многих улья с глухим дном, как сделать зимовку с глухим дном оптимальной и прекрасной для самих пчел. Тогда нам поверх рамок необходимо обязательно покласть что-то, что будет дышать. Пленка не подходит, нам потолочные также не подходят, подходят только какие-то холстик. Опять же, холстик должен быть не тот, который ваш дедушка еще там ложил себе под подушку или обматывал колени и так далее. То есть он не должен быть больше там 3 лет. Почему? Потому что пчелы очень сильно запрополисовывают холстики, они становятся просто коржами такими, которые не пропускают никакую влагу. Поэтому холстик должен быть такой, чтобы он еще не стоял, а пропускал действительно влагу вверх. Дальше, если у нас влага будет проходить через какой-то паропроницаемый материал, она у нас должна не задерживаться в подушке. Подушка не должна собирать эту влагу. И эта влага должна еще куда-то выходить. Должны быть специальные вентиляционные прорези, отверстия в подкрышнике лучше всего. Потому что если будут в крыше, но там есть конструкция улья, когда подкрышник сделан вот таким образом, а крыша надевается внахлёст. У меня такие. Вот тогда нужно делать в подкрышнике, чтобы в подкрышнике этот воздух выходил, мог выйти. Потому что в крыше сделаете, крыша ложится на подкрышник плотно, и тогда никакой вентиляции, никакого воздухообмена не происходит. Диффузия сюда не происходит. То есть нам важно обеспечить не сквозняк, приток, отток, а еще раз повторяю, важно просто обеспечить выход этих водяных паров под своим воздействием, под действием конвекции, тепла, чтобы оно выходило. Но этот вариант менее приемлем и лучше так не использовать. Если же используете, я уже в своем прошлом видео давно еще снимал, рассказывал, как я в первые годы боролся с этим. Значит, если это потолочины, которые положены вот таким вот образом, их там несколько потолочин, идут это досточки тонкие. Я беру крайние досточки вот на такое расстояние, где-то в 1 сантиметр, там может быть 5-7 миллиметров с каждого края. Их убираю, чтобы с этих карманов продыхов был небольшой выход. Тогда сюда выходит эта влага в стороны.
Либо же, если вы используете пленку, которая очень хорошо сохраняет тепло, мы сейчас поговорим о ее преимуществах, то тогда нужно подворачивать пленку на такие вот маленькие зазоры. Но лучше всего идеальный вариант — это дно-сетка, сверху пленка. А если еще это улей ППУ, то тогда там вообще несколько другие моменты. Я не сказал вам о том, как ведет себя влага на стенках ульев. Я сказал, что замокают, но мы не сказали о том, что у нас, когда эти стенки являются холодными, зимой, реально холодными, когда уже и меньше +5, и 0 градусов, и -1 есть, у нас эти стенки намного холоднее. Деревянные холодные стенки, которые не являются теплым материалом. Тогда у нас эти стенки замокают, идет помокрение вот здесь в передней части улья, по бокам. Все это очень-очень мокрое. Мы прям видим вот эти места, они черные от влаги. Почему? Потому что на холодной стенке теплая влага конденсируется, выпадает в капли, которые текут просто по этим стенкам, опускаясь на дно. Когда у нас мороз, эти стенки промерзли до минуса, тогда у нас здесь появляется иней. Заглядываете зимой в улей и видите по стенкам иней. Как этого избежать? Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, какой у вас улей по своей ширине. Если у вас, вот здесь мы на 7 рамках изобразили, у вас, например, это 10 рамок или 12 рамок, я говорил в своем видео, можете посмотреть, о заставных. Некоторые начали рассказывать, что они ими не пользуются и прекрасно все зимует и так далее. Я совсем согласен, ни с кем не спорю, но как раз использование заставных, которые поджимают гнездо, позволяет избежать лишних вот этих вот моментов конденсации. То есть, если вот здесь будет в этом колодце влага и здесь, то она никаким образом не повлияет на крайние рамки с пчелами, с пергой и так далее. То есть не будет образовываться никакая плесень на этих поверхностях. Следующий момент напрашивается вроде бы как, а давайте сделаем без вот этих продыхов. Например, семья занимает 7 рамок, пусть она и зимует в 6-рамочнике. Да? Скажем, 6-рамочник будет вообще супер по зимовке, потому что он ограничит гнездо пчел по своему пространству. Да, если у нас будет -20, ну или там -10 градусов, условно. То есть, к чему я веду? Если у нас постоянный минус, постоянный холод, без температурных качель, то да, когда мы ограничили гнездо полностью по рамкам, как мы можем в 10-рамочнике его ограничить? Раньше еще этот способ был, вставляли подушки, или просто мы можем закрыть не заставными досточками, привычными для нас, а мы можем вставить туда диафрагмы. Слышал и о таком способе зимовки. Диафрагмы — это глухие перегородки, которые касаются передней, задней стенки, дна, верха, то есть нигде нет никакого подсоса воздуха. А вот этот вот воздушный карман, который образуется вот здесь вот в этой части, он является дополнительным утеплением. И получается стенка улья, воздух, потом это диафрагма еще с какого-нибудь пеноматериала, потом само гнездо и так дальше с другой стороны. Что это нам дает? Это дает супер условия для зимовки, это мега утепление, все прекрасно, расход кормов снижается, газообмен в улье прекрасный, то есть все сразу же там нагрелось, опустилось, диффузия идет намного быстрее, обмен воздухом, выравнивание парциальных давлений по воде и по СО2, все прекрасно. Но нюанс в том, что мы говорим сейчас о климатической зоне Украина и многие-многие страны, которые лежат в этом климатическом поясе. Это и Германия, и Франция, все страны, в принципе, Европы, Польша и так далее. Это тот климатический пояс, который имеет частые оттепели. В последние годы это частые облеты зимние, в том числе и в декабре, и в январе, и в феврале. 2 года назад, я помню, облеты были 4 раза за зиму. К чему приведет вот такое вот утепление и сжимание гнезда? К раннему расплоду, к неконтролируемому потреблению кормов. То есть, если это тепло наступит на длительное время, 3-4 дня, оно может активировать семью. Семья не будет сидеть спокойно. Семья будет чувствовать реальное тепло, развитие, начинает грызть эти все заставные и диафрагмы и просто рвется в развитие. Вы думаете, что они зимуют, а они там заложили уже 2 рамки расплода и так далее. То есть вот именно в этом плане есть определенный негатив. Другой момент, другая версия. Если у нас улей будет не поджат, там, скажем, 6-рамочник, а наоборот 12 рамок или лежак на 20-24 рамки,
то тогда вот эти воздушные карманы, они вроде бы как являются определенным таким барьером, преградой также к проникновению холода от холодных стенок и большему воздухообмену. С одной стороны, да, но с другой стороны, тогда пчелиный клуб обогревает не только свое пространство над рамками и вот в этом околорамочном пространстве, а также прогревает и эти огромные карманы, которые являются, с одной стороны, определенным буфером от влаги, и в лежаке очень хорошо зимует семья, если есть такие большие места, где есть этот газообмен. Но тогда семья потребляет больше кормов. И поэтому очень часто и постоянно опытные пчеловоды в лежаках укутывают семью. Если в лежаке с одной стороны семья сидит, а часть лежака пустая, то укутывают. Я видел и знаю просто, как в лежаках зимуют. Одна стенка, к ней приставляют рамки, обволакивают каким-то холстиком, потом идет мешковина, еще и какой-нибудь матрас. Семья, по сути, она сидит без вот этого вот додатка в виде там пустого пространства от 15 рамок. Семья сидит именно вот в таком поджатом состоянии. Итак, если у нас есть холодные стенки, они нам дают непосредственный конденсат. Если мы говорим о ППУ улье, то там сразу же возникает вопрос. А вот ППУ, он же теплый. Да, он теплый, и конденсата на стенках внутри у него не будет. Чаще всего сам конденсат снаружи ППУ, но это уже другой разговор, на пчел это никак не влияет. Поэтому, когда у нас есть ППУ, у нас есть закрытый верх, никакой вентиляции в ППУ делать не нужно, потому что есть конструкции ППУ, у которых есть там специальные отверстия, опять же, для тех, кто привык вот так содержать нижний и верхний литок, мешковина, матрасы, подушки, спят усталые игрушки, и все это выходит вверх. Это неправильно, но варианты такие есть. Поэтому ППУ положили пленку, открыли полностью задвижку. Если там что-то снизу еще есть, там разные исполнения бывают, открыли опять же на 5-7 сантиметров. То есть суть такая: не допустить попадания ветра, чтобы он нам не раздувал СО2 и не выдувал тепло самого клуба, не разрыхлял клуб. Если эти условия соблюдены, то никаких проблем не будет. У нас влага будет попадать на пленку. Между пленкой и крышей ППУ есть воздушное пространство. ППУ теплый со всех сторон. Никакого конденсата на этой пленке не будет. У нас, охлаждаясь, медленно диффундирует влага вниз и выходит из улья. Таким образом, смешиваясь с воздухом внешней среды. Если вы запомните и поймете этот принцип, сначала конвекция, поднятие теплых воздушных масс от самого клуба вверх. Далее вы понимаете, что здесь не должно быть холоднее, чем под рамками, чтобы не конденсировалась влага. Следующий момент — это вот эти места. Здесь я также все рассказал и по дереву, и по ППУ. Здесь вы уже смотрите, какое у вас там пространство, расстояние и так далее. Тоже можно, в принципе, холстиком вот таким вот образом ограничивать. Это уже на ваше усмотрение, в зависимости от вашей конструкции улья. Ни в коем случае не используйте, если у вас есть верхний литок, не используйте его зимой. Закрывайте его прилетками, глушите, заглушками. Обязательно просто его убирайте. Значит, еще отвечу на один момент. Многие рассказывают, там где-то слышал просто такие мнения, что концентрация СО2 при дно сетки падает, и это негативно влияет на зимовку пчел. Проведены ряд исследований. Все, что я говорю сегодня, оно не мною выдумано. Я это не сам придумал. Я прочитал множество исследований по пчеловодству, которые ставили опыты, мерили влажность, мерили ее вот здесь, здесь, мерили вот в этих местах эту влажность, мерили здесь, на улице, температуры измеряли. То есть ставили датчики углекислого газа для того, чтобы понять, как же на концентрацию это влияет. И пришли к такому выводу и к таким результатам, что, во-первых, я неспроста нарисовал вот этот вот клуб. Смотрите, сам клуб пчел является собой такой плотный живой организм, в котором внутри все больше и больше и больше пчел. То есть сам центр клуба, если мы вот так вот какими-то слоями, шарами его разделим, сам центр клуба, он тоже выделяет СО2. Поэтому концентрация в центре клуба всегда выше, чем на его периферии и чем в околоклубном пространстве, откуда СО2 диффундирует с общим воздушным пространством улья. Поэтому все, что может стать меньшей концентрацией по СО2, это вот это пространство, где я точки поставил. Вот здесь, да, концентрация будет меньше. И учеными установлено, что концентрация на 30-50% становится ниже при использовании дна сетки. Но это никак не влияет на качество зимовки пчел,
потому что внутри самого клуба и вот этом пространстве, где сидят внешний шар, внешний слой пчел, также никоим образом не влияет на качество зимовки. Итак, я подытожу, что понятие вентиляции включает в себя конвекцию, диффузию, газообмен, влагообмен, температурные показатели улья, движение воздушных масс внутри улья, а также даже вентиляцию в понятии летней вентиляции, потому что сегодня мы поговорили в основном о зимней вентиляции, зимней конвекции и диффузии. А летом, что летом, я сказал про верхний литок, относительно зимы верхний литок увеличивает потребление корма и увеличивает также беспокойство семьи. Очень многие пчеловоды, и я в том числе, замечали, что ряд пчел, пород и сильные, и слабые семьи очень часто прополисуют верхний литок, оставляя небольшое отверстие, либо вовсе его запрополисовывая. И весной они его открывают. Если сказать о каких-то положительных моментах для весеннего облета, раньше могут облететься, солнышко туда попадает и так далее, то я скажу, больше от него зла, вреда, чем пользы, потому что когда солнце туда попадает, также беспокоит пчел, может прямыми лучами прогревать пространство улья до температур, которые сигнализируют, что можно вылетать, а на самом деле на улице мороз, -2, -3, при котором пчелы сразу же будут калеть и падать. Околели, упали, а другие будут опять же пытаться вылетать. Поэтому все, что нам необходимо знать на сегодняшний день, я рассказал. Единственный момент, который остался, так бы сказать, неучтенным, это очень часто в теме вентиляции мне пишут комментарии: посмотрите на дупло, как в дупле, научитесь у дупла, у пчел и всему остальному. Я не буду в этом видео рассказывать о дупле, я сниму отдельное видео буквально через 15 минут, а для вас оно выйдет дня через 3. И расскажу, в чем разница между ульем и дуплом, и какие есть нюансы, что схожее, что расхожее, и почему в дупле нет влаги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если у вас есть какие-то замечания, комментарии, пишите, конструктив, что непонятно, возможно, что-то где-то оговорился или сказал что-то не совсем понятное. Пишите, подписывайтесь также в телеграм-канал, в телеграм-группу. Ссылочка под этим видео, там также есть обсуждения, вопросы, различная дополнительная информация, а также исследования, ссылки на исследования, которые я могу вам привести, показать, где взята информация и какие исследования были проведены. Желаю вам хорошей зимовки и крепкого здоровья. Всем пока!